Мои черногорские друзья, которые позвали меня с собой в Италию. Спасибо им огромное. Заселяемся в отель, приехали из Тираны. Всем привет. Приехали из Тираны, говорю, все, уже 4 часа прокатился, уже устал. Отвык от расстояний. Приехали из Герцег-Нови в Тирану, чтобы лететь в Наполь. Сейчас взяли ключики, чтобы переночевать, утром улететь. Сейчас поедем ужинать и все. И потом спать и утром просыпаться. Парни сказали, что нужна проверка особой. Проверка особой. Итак. Я не хочу с педиум. Не хочу. Pedya is heavyweight. No. Boxing. We are a middleweight. And now I need to do something. To do something. This is Luka Chupic from Herceg-Novi. Yeah. You're ready. Let's go. Good luck. Good luck. You can do that. Албания, друзья. Это Албания, детка. Такой, конечно, небольшая, как Турция. На Турцию похожа очень сильно, на самом деле. Но такая балканская Турция, понимаете? Такие домики странные. Ну все. Лука дорвался до суши. Очень любит суши сильно молодой человек. Мне кажется, он был самураем в прошлой жизни. Сейчас будет это все есть. И хладно, и не страшно. Не страшно. Видите, вот. Идем в аэропорт. Вчера поели, поспали. Пришлось бороться за одеяло с одним товарищем. Ну ничего. Люблянский марафон, пожалуйста. Видите? Все. Аэропорт. Все, прошли досмотр. Классика. Классика прохождения по Рустама. Это откуда виза? Блин, откуда? Ну как откуда? Ну откуда? Ну откуда? Доброго друга, откуда? Доброго друга. Ну здесь покрасивее сделали, что-то я не помню. Я здесь был уже, но когда в Германию летал, ну что-то уже покрасивше стало. Какие-то лампочки прикольные. Все, сейчас посадка и летим. Ребят, ну все, мы в Италии. Больше переживал за досмотр. Прошел досмотр. Ну вообще 0 вопросов. Никуда едешь, все, посмотрел, чик, поехал. Вот. Все, сейчас в одно место заезжаю и заселяемся. И идем за стартовыми пакетами. Блин, чувствуешь себя максимально тупым, когда нужно разобраться с новым метро. С каким-то непривычным. Неужели это то, которое мне нужно? Нет, это я думаю 1,4. Вот как понять, это то или не то? Вышел из метро, конечно, виды прикольные. Конечно, был на окраине, вот там, где аэропорт. Вообще ужасно, конечно, отвратительно просто. Но тут получше, ладно, надо признать. Но тоже не идеально, я скажу. О, ну вон там вообще красивая реставрация какая-то. Да и здание само, смотрите. Неплохо выглядит. А девушка готовится к полумарафону. Бежит, ну что-то подпрыгивает жестко. Как будто прям на носочках. Да? Зато красиво как. Пятники рыбу наловили, а чаки пытаются рыбку упереть. Упереть пытаются рыбку. Она гоняет.
Вот, смотрите. Сейчас умыкнет. Чаечка умыкнет сейчас. Злой дядька. Все. Он увидел, что я снимаю. Параллельно на iPhone и параллельно на DJI. И как где слышно, интересно, лучше? В iPhone или DJI? Раз, два, три, четыре. Много где здесь грязнее гораздо, чем в Питере или в Москве. Вот. Прям грязно. Вот. Ну и дороги что-то вообще ужас. Не знаю, они там ремонтировали вроде. Но я так понял, проблема таких городов, что из-за того, что они очень давным-давно проектировались, узкие улочки, инфраструктура не проработанная, да, ну это как Малайзия, например, или там Сингапур, нет, не Малайзия, Сингапур, да, где дороги широчайшие, если не ошибаюсь, или Малайзия, или Сингапур, короче, одно из двух, сразу, ну и в российских городах во многих проспекты широкие, все, как бы в Казахстане можно увидеть, что изначально стали строить широкие проспекты, но и то потом местами расширяли, не хватило, потому что количество машин растет и транспорта, вот, поэтому такие дела, ну. Ой, только что отведали в кофейне сладкого. Такого сладкого я давно не ел. Прекрасного. Вот наши коллеги черногорские. Черногорские коллеги. Tell me, please, what's the reason of you when you call me like Rustam, you can go with us to Napoli? Very simple. You will pay everything. Okay. I'm kidding. Правда. Жестокая правда, которая колет мои глаза. Вот такие вот пейзажи. Пришли на место регистрации получения стартовых номеров. Лука сказал, плохая организация, потому что мы подошли. Все ждали, что-то уже должно было начаться там 5 минут назад. Открыть должны были, но в итоге вся толпа идет в другую сторону. Так что Лука, как организатор, он ведь президент триатлон-клуба Герцог Нови, организует гонки постоянно, регулярно. Он им поставил 2. Просто говорит, плохо. Ну, конечно, на 2000 людей, или сколько там будет, 7000, может быть, даже. Короче, несколько тысяч человек вообще участвуют. Я посмотрел видосики, кстати, с прошлых годов, посмотрел, как оно там все бежится, там маршрут туда-сюда. Посмотрел списки элиты, там есть те, кто бегут из часа, само собой. Поэтому посмотрим. Вообще говоря о гонке, о моей подготовке, ну, что вам сказать, ребят, я как бы у меня в понедельник вечером такие интервалы начались, до туалета и обратно. Кто-то то ли сгладил, то ли что, я не знаю, то ли я сам засомневался как-то. В итоге это ужас какой-то был. Короче, я пропустил вторник и среду по тренировкам полностью. И я не знаю, в четверг утром я сбегал интервалы последние, да, крайние. Ну и как бы приемлемо, учитывая, что было отравление 2 дня, и я прям вообще вялено лежал, короче. Что-то не то съел просто. И я думаю, что в целом пойдет, но тайминг у отравления был дикий. То есть в понедельник я побегал, я пропустил во вторник велотренировку и плавание, и в среду плавание я пропустил и велотренировку. То есть я пропустил 2 велотренировки, 2 плавания, бег не пропускал, получается. Поэтому как бы то и окей, как говорится. Вот. Посмотрим, какой будет результат. Хотелось бы, конечно, час 14, час 13 уже разменять, но как пойдет, непонятно. Но есть плюс. Я потерял 3-4 килограмма. Ну, как бы это считается, да? Тем более, может быть, я хотел так потерять килограммы, что вот таким образом их и потерял. Не знаю, посмотрим, что пойдет. Ну, бежалось, конечно, в четверг утром легко, но чувствовал, что пустой. Ну и печеночка как бы там сказала: приветик, дорогой. Мы тут недавно поработали, токсины выводили, поэтому давай-ка ты нас не грузи. Но, может быть, до воскресенья еще много времени, гонка-то воскресенье. Получается, в понедельник вечером отравление, вторник, среда, как бы так себе состояние, температуры не было, плохо спал. Но вот воскресенье это... Спасибо жене за восстановление, поддержала меня очень сильно. Разводила мне лекарства и давала. Вот. Vedete qui davanti al parco la teca per la raccolta delle scarpe.
Prima di salutarci stasera e di darci appuntamento domani mattina. Quindi ci vediamo alle 10 minuti sul palco e iniziamo a dire insieme. It is a free coupon for an alcoholic. Так, ну что, это про 4 же, да? Это же про 4. Модель у нас есть, я в ней решил не бежать. Как это она тяжелая, я в прошках бегу, в адиках. Но это, я так понял, 4. Ну, что-то не сильно она отличается, как будто бы. Может, ошибаюсь, может, 3, что-то не написано. Но выглядит симпатично. Более острое очертания. Ну, а здесь все. Обычно. Вот это вот что-то новое, да? Adidas Beat, что? Adistar, это более свежая модель вроде. Какие-то тесты. Бег на дорожке. Ну что-то тут особо по одежде что-то так что-то мало. Маечки модной нет. А не, вот есть хорошая маечка. Есть хорошая маечка. Неплохая по материалу, клееная. И сколько стоит, смотрим. Что-то не написано. Yes. 60, окей, thank you. Окей, thank you. 60 евро, короче. 75 и со скидкой 60. Ну, неплохо. Но нам жена подарила такого же цвета почти что майку Mizuno. This is the same. This is for women. Ah, for women, okay. Yeah, this is for men. Короче, очень много приглашают на другие мероприятия, прям выдают. Говорят, в Италию приезжайте, бегайте, пожалуйста. Вот еще одно мероприятие. Рим. Короче, мероприятие. Только одно мероприятие. Ну, что-то по брендам так себе. Ну, это же Наполи, это же не Валенсия какая-нибудь. Такое. Ну, такое. Еще, короче, у меня рюкзак почему-то другого цвета. А у ребят синие. Посмотрим, почему позже. О, он Cloud, наконец-то. Ничего тут особо маленькое что-то. Но скидка зато есть. Тоже. Asics тоже скидка. Sono le 15:30 e come previsto siamo pronti a farvi entrare nel vivo di questa Napoli City Half Marathon. Блин, у меня очки такие заляпанные были, а мне чуваки, короче, парни молодые показывают такие что-то, очки там типа вот так вот, что-то пока думаю, что им надо, думаю, дразнят меня, думаю, эх, какие маленькие засранцы, думаю. А оказывается, они показывали, что у меня очки заляпанные. Ну, спасибо, я почистил. И расскажу немножко о своих коллегах. Значит, heavyweight чемпион in boxing. Вот. Тоже коллега мой, боксер. Пожалуйста, да? Боксер, ну видно сразу, серьезный мужчина. Триатлет со стажем 10 плюс лет. Раньше много тренил, очень много. Вообще, конечно, зверюга на самом деле. Я его никак до сих пор обогнать не могу, несмотря на то, что он закончил тренироваться. Ну, мало тренируется, но я его не могу, короче, обогнать. В ногах силища хорошая для вело и для всего остального. Плывет, блин, быстро. Хорошо. Очень хорошо, очень хорошо. Ну, короче, молодец, вот. Наверное, он хочет на час 24. Педя час 20. Такое. Я пробуем час 15, час 14, час 13. Пробуем, поглядаем. І знам, що ти кажеш, Желько, найболі. Желько, Давидович, може, сад 12. Ovo mi sve znam. Željko, kako ste? Диего Марадона. Стадион его имя. Смелся. Давайте Adidas
Adidas. Специальные лейкопластыри для ног. Это что за футболка, какое качество. Но какая она? Но она адиковская. Пиво обменял на ваучер. Безалкогольное. Орешки обменял на... Оставить email можно было. Бутылочка воды. Прикол, кто не сожрет. Что-то разогревающее. Да, дерматологамент это стату. Да, точно это мазать. Это не чтоб жрать. Все. Так, все, сегодня мы тренируемся. Активация. Гонка завтра. Сегодня еще гуляем. Пробежка. Кстати, по боксу серьезно выступал человек, оказывается. Вот. Всего ничего. 6 километров у меня ускорение. Там по 30-40 секунд 5 штук и все. Ничего сложного вообще. Сегодня еще гулять поедем, поэтому находимся. Спал так себе. Забирал у меня одеяло человек. Вот она. Нам нужно на набережную. Хайде. Вот это кайф. Такая открытая улица. Спортсмены везде. Ну все, доброе утро. Мы готовы. Спрятаны. Лука ударился головой на выходе. Там такое есть. Место такое опасное. Вот. Ну что, вчера встретились в большой компании. Кто бежит. 3 мяча. Со мной 4. 2 итальянца, бывших в Санкт-Петербурге, а теперь итальянца. И, собственно, мы в Черногории. Вообще, видел в ресторане ребята из Беларуси, 2 автобуса приехало, их 80 человек. Они сказали. Вот. Сейчас идем уже вот на старт. Спали хорошо, покушали. Эй! Собаку чуть не пнул в педе. Короче, все, мы... Что, я не знаю. Самое главное, все дела сделаны, самое главное. Поэтому все, идем на старт. Ферроплет триатлон. Народу. Все на бега. А вот оно. Это чувство предстартовой суеты. Стадион имени Диего Марадоны. Все готовятся. Я тут понял, что я путешествие люблю больше рассматривать людей, нежели чем как-то рассматривать какие-то достопримечательности, если честно. Общаться с местными, вот это вот. То, что меня прикалывает. Вот это фотосессия. У нас разминка. Смотрите, какое красивое место. Прикольные коридоры. Прикольные коридоры. Я перепутал сначала, сейчас вот перешел сюда. Все, идем в Эй.
Побежим, видимо, налево. Все, встали. Мастер встретил брата казаха из Астаны. Данияр. Un saluto lo faccio già all'assessore allo sport Emanuela Ferrante che è con noi, al presidente della mostra d'oltremare Remo Minotto. Может, надо вперед пройти, не знаю. А может, не торопиться. Сейчас все газанут по-любому. Первую часть. Преимущество, что вставать подальше, дольше стоишь. Но с другой стороны, как бы, какой смысл? Все, увидимся. We go. They are underway then in this 12th edition of the Napoli City Half Marathon. In fact, the temperature was 11 degrees at the start and it has climbed slightly. In fact, it's 15 degrees now in Naples. Glorious conditions for running on a Sunday morning. Just about perfect. I'm envious of Neapolitans and their climate. I really am. So much of northern, temperatures just about always friendly. Runner friendly on this occasion. Корона! Час 14, пойдет. Пойдет. 3:30. Бля, это было тяжко, нахуй. Это было тяжело, бля. Lo faranno fino a che leggerete 3 ore sul tabellone cronometrico, quindi avremo ancora 1 ora e 45 di arrivi qui sul traguardo per avere quasi 7.000 atleti partiti stamattina. Oh. Ёб твою мать. Грация, мам. Смотрим медаль. Короче, нормально, по 3:30, то, что я мечтал, сделал. Правда, я что-то думал, что по 3:30 это из часа 14 точно успею, а видишь, нет. Наверное, там чуть-чуть, неправильно. Пока часы показали больше. О! Не, ну я выложился. Я думаю, учитывая все данные подводящие, да, результат нормально. Час 14, что-то там 12, что ли, час 14, сколько? 27, что-то так, час 14:30, что-то такое. Ну вот по 3:30 главное отработал. Горка, конечно, коварная горка, и маршрут не самый такой идеальный. Хотя считается быстрым, ну потому что набор небольшой. Что-то местами тяжело прям так было. По ощущениям, ну, бежалось по ощущениям тяжеловато. Ну, какая-то тяжесть все равно присутствовала. Не знаю, ну, видимо, форма не идеальная, так что есть. Вот. Ну, бежали в пачке, менялись. Под конец я от пачки отвалился, но потом добрал. Это тех, с кем бежал по одному. Под конец силы остались. Ну и в горку я хорошо отработал. Последний туннель, 500 метров в горку, я прям на мощи велосипедной своей, как будто на велике заехал. Прям почти сохранил темп. Хорошо. Ну вот еда. Яблоко, вафелька, вода, апельсин, банан. Подписаем черногорцами и казахами. Ну, пойдет. Атмосфера классная, полянки такие все разместились. Сейчас пойдем кушать скоро. Хотя я уже накидался тем, что нам дали. Очень неплохо. Мы с пацанами идем сейчас и обсуждаем, что когда бежишь, вот, ну, там, приехал в город пробежать, но когда пытаешься, на какой бы скорости ты не бежал, иногда ты вообще совершенно не видел, бля, как будто бы этого, вообще. То есть пробегаешь, ты помнишь так очертания, нет ресурса совершенно посмотреть, насладиться архитектурой, там, посмотреть места,
ты как будто вот так, знаешь, но это все быстро. Для меня вот полумарафон уже за вот эти вот там час 15, час 14, они просто вот так вот, раз, как одна секунда, как миг просто. И это как бы с одной стороны и плюс, с другой стороны и минус. Но я подумал, знаете, о чем? Что вот я, например, у меня вообще ноги не болят. То есть я удивился после полумарафона, я иду такой, я чувствую, вообще усталости нет в теле. Конечно, это результат большого объема тренировок, тренировочных часов. Как бы это хорошо, и плюс в этом такой, что я готовлюсь с запасом. И несмотря на то, что я выложился, может быть, я мог чуть быстрее действительно, но я выложился, и на следующий день я могу гулять. До этого весь день мы гуляли по Помпеи, и это никак на мне не отразилось. Вот это вот действительно круто. То есть я помню просто раньше, когда приезжал куда-то и не занимался спортом, то это была проблема большая для меня. Поскольку ты прошелся там 10 тысяч шагов, и ты все уже, ты просто никакущий. А тут как бы у тебя ресурса еще хватит намного, на очень много. И это очень круто на самом деле. В принципе, конечно, если говорить про бег, я, конечно, не приверженец того, чтобы поддерживать высокий объем именно бегом, потому что, мне кажется, это большой риск для травм на самом деле, и большое пространство для стресса, это действительно так. В моем же случае у меня как бы 40-50 километров в неделю, да, бега, это получается сколько там, 3-4 часа, и велосипеда 7 часов, 8, да, как бы, и плавание еще. Плавание, я уверен, тоже, спасибо плаванию отдельно Саше Варюхину, упомяну его здесь, потому что, вы знаете что, я от плавания своего понял, что от упражнений я как будто бы стал сильнее, у меня кор как будто бы сильнее стал, и корпус как будто бы постабильнее стал. То есть я как будто бы бежать стал за счет этого стабильнее. Не знаю, может, ощущения мои просто, но вот плавание и то, что ты там устаешь на плавании, оно все равно влияет сильно на верхнюю часть тела, на кор. Как бы это все положительно на самом деле сказывается. Поэтому к бегу, плаванию и вело вообще отлично подходит, я считаю. Вот. Мы просто сейчас обсуждали, что мы вот здесь вот бежали, и я спрашиваю, успели рассмотреть? Нет, не успели рассмотреть. И вот это, конечно, такой интересненький момент. Вот. Поэтому, как бы, отдельно гулять потом, это само то вообще. Но надо, чтобы, конечно, вы были готовы. Хотя ребята вот тоже, несмотря на то, что ноги болят, все равно гуляется, потому что хочется посмотреть, да. И как бы, а у меня вообще, как бы, норм. Но все равно мы вместе гуляем. Все равно мы же приехали все сюда. Ну что, друзья, вот мы и вернулись в Черногорию. Что могу сказать? Путешествие было классно, забег тоже. Италия, конечно, удивляет своими прекрасными местами. Немножко простое описание, но и понятно, все знают, что путешествия делают нас другими. Но вот у меня лично никогда не было особого желания к путешествиям. Как только я не начал заниматься триатлоном и спортом, и как только я понял, что можно совмещать активный отдых с изучением мира, как-то все заиграло новыми красками. И в Черногории я бы не оказался, если бы не было этого желания бить какие-то свои рекорды, развиваться в спорте, улучшать свои результаты. И этому я благодарен только всему окружающему и каждому окружающему, да, и самому себе в первую очередь, наверное. Поэтому ставьте цели, занимайтесь тренером, чтобы была общая структура и понимание, потому что в комментариях в Страве на мой забег один человек спросил, как поднять порог до 3:30. Вопрос простой, чат GPT тут не поможет, ребят, честное слово. Тут нужен объемный подход, структурный, плановый, так скажем, целостный. Одними вопросами в чату GPT ничего не решить уж точно, потому что это все большая работа, комплекс целый каких-то мероприятий, да, это не просто так. Спрашивать, как поднять порог у чата GPT, это как пробовать вырвать из целой книги одну страницу и действовать по ней и ожидать результата. Но это не так. Поэтому ставьте лайки, задавайте вопросы. На все, что могу, отвечу. Приходите тренироваться. Триатлону, бегу. Подписывайтесь на телеграм-канал. Подписка, лайк. Всем пока.